Всем добрый день! Я сегодня занимаюсь таким хорошим делом. Я сегодня сделаю сбор помидор. Но не только красных помидор, бурых, но и зеленых. И сейчас расскажу, для чего это. Мои помидоры все набрали цвет, стали бурые. И их так много, аж ломаются кисти. Вот, посмотрите, видите? И это не единственная кисть, которая вот так сломалась. Я сейчас вот такие помидоры красные соберу отдельно. Вот такие красные с бурыми бочками соберу отдельно. Сильно, вот видите, вот тоже буры. И таких помидор полно. Теплица вообще вся красная. И разберу по коробам. Вот буду складывать в обычные, вот в такие короба. У меня их несколько. У меня их таких много коробов. Я сейчас прям в 2 слоя на полотенце сложу, закрою еще теплым одеялком. И поверьте, через 2 недели они все переспеют. Видите, как наспели помидоры. Вот эти зеленые, ну хотя бы самые верхние крупные, я хочу снять. Это еще для того, чтобы мелочь сверху, вот здесь у меня она еще в ветках, успела набрать. Также, которые помидоры уперлись в потолок, я сегодня обязательно прищипну. Вот посмотрите, просто все после моей подкормки начали набирать. Все побурели. Присмотреться там дальше. Вот видите, они все набурели. Теперь нужно дело времени, неделька, и они будут все красные. Но пока они набирают цвет, здесь вот, чтобы стали красными, верхние не растут. Вот они сидят у меня вот в одной паре. И чтобы увеличить урожай, я всегда снимаю их вот такими бурыми, складываю в короба и укрываю, ставлю в темное теплое место. И они буквально за 2 недели будут у меня все красные. Вот хоть здесь, посмотрите, видите, они все набрали цвет. То есть они все в течение недели будут красными. Но я не хочу дожидаться на ветках. Плюс у нас и сейчас еще, знаете, началась погода. Ночью очень-очень холодная, днем жарко. И тем самым у нас может начаться, гнить помидоры могут начаться. И я каждый раз в августе делаю эту процедуру. Тем самым я ускорю наливание следующих помидор и созревание. Сейчас как раз соберу помидоры, подрежу макушки и сделаю вторую подкормку калорийной бомбой. Беру с собой сразу несколько коробов, буду вам показывать и сразу снимать. Помидор очень много, поэтому беру несколько. Сразу, еще раз повторюсь, делю красные отдельно, бурые отдельно и совсем зеленые тоже отдельно. Какое счастье посадить рассаду, вырастить ее. А теперь снимать урожай. Но это просто прям делает меня очень-очень счастливой. Помидор просто немерено. Есть розовый, есть красный. Вот смотрите, видите, они уже все созрели, набрали. Их нужно обязательно снять. Просто вот, даже если они какой-то совсем не доспел, буквально немножко, и они доспеют у меня в корзине. Смотрите, розовые. Просто наслаждение. Видите, кисти ломаются. Я вам сейчас покажу, насколько наросли крупные помидоры. Вот, смотрите, просто огроменные. И они уже лежат, настолько кисти. Вот я даже не знаю, видите, какие огромные. Тоже начали буреть. Это означает, что неделя-другая, и они поспеют. Но я их снимаю, убираю в короба, в корзины, в короба, под теплое одеяло. Через неделю они у нас будут красненькие. А тем временем у меня там, где маленькие помидорки, они все нарастут. Все, они вот все начали буреть. Я уже много лет пользуюсь этим способом, и у меня всегда очень-очень много помидор. Как только срежешь вот эти зеленые, поверьте, вся вот эта мелочь начинает моментально нарастать. Если вот вы посмотрите, вот, их тут очень много, например, зеленых. Видите, их очень много, кисточка уже даже сломалась, но они все висят и не краснеют. А выше вот они сидят. Сейчас вот эти все снимем, уберем. И у нас буквально через неделю будет снова много крупных и красных помидор. Вот подкормили сколько дней назад? Дней, 5 или 6, наверное, точно 6, да? И посмотрите, это только теплица. Это я еще и не всю сняла, красный. И даже перец покраснел. У меня сидел острый перец, и он не краснел. И теперь даже острый перчик покраснел. Ой, настолько спелые уже вот даже сломались. Поэтому калорийная бомба работает. Даже черные покраснели. Красота же. Все, красненькие мы сняли. Я сняла. Вот еще хорошие красные, желтые. Это желтые будут, они желтенькие.
Вот посмотрите, это только теплица. Если вы видели, у меня было пара штучек здесь красных, когда я кормила калорийной бомбой. И теперь вот такая корзина красных помидор. Тут уже даже можно лечь сделать. Тут Владик у меня не может понять, почему я снимаю бурые. Я расскажу еще раз. Я снимаю бурые и я снимаю крупные зеленые. Это для того, чтобы вот эта мелочь успела нарасти и вызреть. Вот она мелкая, она вся сидит, она не растет. Все силы отданы вот этим помидорам, чтобы их, покраснели они, набрали семена и там чтобы созрели. Вот так вот. А если они уже все, они набрали, они свое, они уже в своей спелости. Буквально надо неделю, чтобы покраснеть. Если я их снимаю, то у меня моментально начинает набирать вверх. Я не знаю, с чем это связано, это тоже я сама заметила и много лет так делаю. Вот сейчас я снимаю все крупные, все. Вот это вот у меня просто мелкий сорт тут попался. Вот он такой, это для засолки. Я сейчас его сниму в отдельно зеленый ящик с отдельно зелеными. И через неделю и сделаю подкормку, калорийную бомбу второй раз. И вы представляете, здесь будет снова все в цвету и все в помидорах. Вот так вот я оборвала крупные помидоры. Я сразу говорю, не все. Там вот дамский пальчик я не обрываю. Я жду, когда он созреет на кусту. Ему не сложно. А вот такие крупные, такие, видите, они уже все набрали. Они уже вот с бочками. Они крупные. Я их снимаю, чтобы они дозревали у меня уже в корзине под одеялком. А вот эта мелочь все моментально в течение 2 недель, да какой на следующий, через 2 дня приду, тут будет уже все опять красно. И моментально она растет, вся вот эта вот мелочь, которая сидит. Вот здесь вот, например, я вот вижу, тут вот 2 или 3 кисти, они вот уже настолько, им не было силы это все вытягивать, поэтому тут будут и красные, и еще полно до ноября помидор. Это я сняла только с теплицы. У нас еще короб и еще коробок с черри. Сейчас буду все снимать и покажу, сколько получится. Поверьте, классно свои помидоры. Это так здорово. Мало того, что мы уже кушаем давненько, недели 3 мы точно уже кушаем. Там на салат так кушаем, приходим, каждый раз гучи сердце съедаем, страшно любим. И вот такой вот результат после калорийной бомбы. Помидоры черри я не снимаю зелеными, только красными. Но их нужно снимать практически каждый день, потому что они у меня уже лопаются. Я смотрю, сегодня я уже тут кушала их, они прям лопаются. Поэтому снимаем, а зелененькие оставляем. Снимаю только крупные, те, которые начали буреть. Зеленые, я имею в виду. Поверьте, до подкормки зола и дрожжи, которые я называю калорийной бомбой, такого результата не было. Была зависть, были помидоры, но красных практически не было. И вот за 6 дней посмотрите, сколько красных помидор. Мало того, что крупные все покраснели и побурели. И черри, конечно, меня тоже очень радует. Какое же это счастье собирать свои помидорки, выращенные своим трудом, зная, чем кормили, чем поили. Но это же просто счастье. Счастье. Я так люблю вот этот период времени, когда начинаются свои помидоры. Огурцы-то у нас уже давно, вот помидоры. Вот хотела показать, видите, лопаются. Все, это уже даже переспевают. Вот на следующий год здесь можно не садить рассаду, они сами взойдут. И сейчас я хочу с вами поделиться, как я складываю свои помидоры на дальнейшее созревание. Здесь у меня бурые, там у меня красные. Я беру коробки, кладу на низ темное полотенце. Я всегда беру темный. И теперь небольшим слоем я выкладываю свои помидоры на это полотенчико. Выкладываю, радуюсь, разговариваю с ними. Они такие у меня молодцы в этом году. Прям вообще радует меня просто до безумия. Все, сложила помидоры свои. Теперь накрываю их полотенцем или же теплым одеялом. Вот полотенчиком накрыла. Сверху укрываю еще вот так вот одеялком. И ставлю в темное
но в теплое место. У меня это веранда, сейчас покажу. Это первый короб. Самое главное, что я сейчас заметила, я не нашла ни одной больной помидорки. И меня это искренне делает счастливой. Продолжаем дальше. Это у меня зеленые помидоры. Но они, зелеными их, конечно, уже не назовешь. Они уже все прям побурели. Видите, они аж блестят и набрали. Все, это уже практически спелый помидор. Ему просто не хватает недельки покраснеть. Сейчас я их раскладываю. Половина этого короба будет, половина этого таза. И точно так же я их разложу, потому что они уже придешь через 3 дня. Все равно будут половина красных. И надо перебирать, рыться. И поэтому я вот таким полным помидор не оставляю. Я всегда раскладываю на несколько коробов. Какая красота! И разложу сейчас их, чтобы было удобно мне потом выбирать. Ну и заниматься, конечно, заготовками. Быстренько выбрал, и можно уже заготавливать. А храню я свои помидоры до полного вызревания вот здесь на веранде. Вот так вот под лавочкой. Сейчас один, поставлю короб, второй поставлю, здесь поставлю. Здесь у меня вот продолжается сушиться чеснок и лук. Надо вам показать, как я сейчас его сложу в баночки. Лук буду еще сушить где-то недельку-другую. Мне даже он хорошо просох, потом его переберу и прямо в этих коробах я буду сушить. Ой, хранить. Хочу подытожить, для чего я собирала зеленые помидоры с куста. Во-первых, они уже не зеленые, они все бурые. Просто какие-то более бурые, а какие-то еще зеленоватые. Но они тоже уже начинают краснеть. И я освободила помидоры. Для того сняла их с куста, чтобы куст мог теперь все силы кинуть на вызревание следующих плодов. Эти помидоры, они уже и в коробе у меня за 2 недели все перекраснеют. Я даже могу вам все это показать. А так я сняла. Я это делаю уже не 1 год, поэтому можете мне поверить. Помидоры ничем хуже не будут, потому что они набрали свою спелость, зрелость и уже соки все набрали. Теперь помидорки, которые маленькие, они 100% у нас созреют. Плюс, если оставить сейчас долго зеленый, у нас страшно идет роса. У нас выпадает роса, она до вечера, трава еще мокрая. Поэтому на помидоры, как бы там крыши не было, все равно ложится роса. И помидор сверху начинает гнить и болеть. А если сейчас снять, то как раз у вас эти будут здоровые помидоры, все красными, вы их приберете. За 2 недели можно приготовить, убрать их, посолить. И мелочь вся ваша тоже нарастет до холодов. Теперь мне осталось обрезать листья, прищипнуть макушки и еще раз подкормить калорийной бомбой. И через 2 недели я снова буду собирать красные помидоры как в коробе, так и в теплице. Спасибо большое, что досмотрели мое видео до конца. А те, кто не знает, о чем я говорю, что такое калорийная бомба, обязательно посмотрите вот это видео на канале. Обязательно. Желаю всем хороших урожаев!